森林之主。Танутун, дочь Тансана и Сяову, родилась в Божественном Царстве. Однако она захотела спуститься на боевой континент, увидеть, как здесь живут люди. В это время ей, как и Хуюйхао, было где-то 11-12 лет. Она поступила в Академию Шрека, где и встретила его впервые. Родившись в Божественном Царстве, Танутун, естественно, унаследовала божественность от своих родителей, морского бога Тансана и Сяову. Но по правилам боги не могут спускаться на континент и вмешиваться в дела смертных. Как же Танутун смогла обойти этот запрет? Дело в том, что Тансан запечатал ее божественную силу, поэтому в мире людей она была, как и все обычные мастера. Почти. Все-таки у нее были некоторые преимущества. Например, ее дух. Многим интересно, какой же боевой дух Танутун? Может быть, это молот чистого неба, как у Тансана, или сине-серебряная трава, или что-то связанное с духом Сяову. Сейчас мы это узнаем. Пользуясь случаем, хочу попросить вас особенно поддержать это и пару следующих видео. Ваши лайки и комментарии очень помогут в продвижении роликов. Также посмотрите предыдущие видео на канале о первой встрече Хуюйхао и Танутун. Кажется, его видело очень мало людей. Большое вам спасибо. Первый дух Танутун – яркая богиня-бабочка, или сияющая богиня-бабочка. Это тип звериного духа. Богиня-бабочка известна как самый красивый звериный дух на всем континенте. Это редкий и легендарный дух. Он позволяет пользователю отрастить красивые крылья бабочки на спине, которые имеют постоянно меняющийся набор синих цветов. Получить его могут только женщины. Основным атрибутом духа бабочки является абсолютный элемент света. Так как позже ее дух превратился в бабочку дракона, это значит, что в ее боевом духе должен быть след крови легендарного бога дракона. Дух бабочки производит пару больших крыльев из спины Танутун. Эти крылья имеют привлекательный синий цвет, который становится золотым по краям. Они также немного странные, так как края крыльев дракона больше похожи на крылья бабочки. На ее лбу появляется золотой трезубец. Развитая версия обладает не только мощным световым элементом яркой богини бабочки, но и ужасающей физической силой золотого дракона в результате ее слияния. У нее также все еще есть доступ к неразвитым способностям ярко сияющей богини бабочки. На этом первом духе у Танутун будет 9 колец. Конечно же, среди них будет несколько красных колец с очень интересными навыками. Например, первое кольцо Танутун первоначально возрастом 600 лет, имеет навык крылья лезвия. Делает передние крылья Танутун полностью синими. Золотые узоры распространяются, образуя чрезвычайно острое лезвие света по краям ее крыльев. Это позволяет ей использовать их как лезвие, оставляя золотисто-голубые шрамы, когда она режет свою цель. Функционирует также после ее эволюции, только вокруг ее драконьих крыльев формируются золотые светящиеся края. Танутун, как духовный мастер типа атаки, эффективно и результативно сражается со своими противниками и пытается закончить битву как можно скорее. Благодаря своим навыкам она способна атаковать с дальней и ближней дистанции. Она также редко использует свой второй боевой дух, хотя кажется очень хорошо им владеет, и предпочитает придерживаться своей боевой души бабочки, чтобы сражаться лицом к лицу даже с более сильными противниками. Танутун избегает использования духовных инструментов управления душой, как в бою, так и вне его, поскольку это противоречит ее принципам. Итак, первый дух Танутун – сияющая бабочка. Возникает вопрос, откуда у нее этот дух? Ни у кого из ее родителей не было ничего подобного. Как мы знаем, обычно духи передаются по наследству, особенно если духи родителей первоклассные. Однако в 50% случаев может появиться совершенно новый дух, или же оригинальный дух может мутировать. Пример этого – духовные глаза Хуюйхао. Хотя его отец владел духом белого тигра, как потомок Даймубая, но сам Хуюйхао родился совершенно другим, мутировавшим духом. Каким же будет второй дух Танутун? Здесь все проще. Что касается духа ее отца, Тансана, она унаследовала его. Второй дух Танутун – молот чистого неба, сильнейший инструментальный дух на континенте. Однако, как уже упоминалось ранее, Танутун не очень часто им пользовалась, хотя в аниме могут уделять больше внимания ее второму духу. Молот чистого неба появился у Танутун от Тансана, а происхождение ее духа бабочки можно объяснить следующим образом. Вполне вероятно, это был подарок от бога, потому что она была выбрана богом, чтобы унаследовать божественность, когда она была еще маленькой. И поэтому у нее есть дух богиня-бабочка и молот чистого неба от Тансана. Какие навыки и кольца будут у Танутун на обоих духах? Насколько они сильные? Все это нам предстоит узнать. Нас ждет много всего интересного. Кстати, у Танутун есть и третий дух, о нем мы подробнее поговорим в следующих видео. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какой из двух духов Танутун кажется сильнее. Подписывайтесь на канал и всем пока.